Это должен был быть обычный вечер, прямой эфир, где Тэхьон и Чонгук делились бы смехом, историями и теплыми моментами с армией по всему миру. Атмосфера была легкой, наполненной игривыми поддразниваниями и бесконечными улыбками. Фанаты заполонили чат сердечками и комментариями, выражая свою любовь к двум айдолам, чья связь всегда казалась неразрывной. Но никто не ожидал того, что должно было произойти дальше. Чонгук, сидя рядом с Тэхьоном, поначалу был расслаблен, и его обычная застенчивая улыбка играла на губах. Он всегда находил утешение рядом с Тэхьоном, тем, кто мог заставить его смеяться даже в самые мрачные дни. Их дружба была больше, чем можно было объяснить словами. Она строилась на годах общих мечтаний, борьбы и молчаливого понимания. И все же, когда Тэхьон начал говорить в тот вечер, его тон изменился, нежный, но тяжелый. Его слова несли что-то более глубокое, что-то, что затронуло самую суть сердца Чонгука. Тишина, наступившая после слов Тэхьона, не походила ни на что фанаты когда-либо видели. Его голос слегка дрожал, наполненный искренностью и уязвимостью. «Чонгук, иногда, мне кажется, ты не осознаешь, как много ты значишь для нас, для меня». Раздел комментариев мгновенно взорвался. Армии по всему миру не могли сдержать своих эмоций. Чонгук замер. Его глаза блестели, пока он пытался улыбнуться сквозь внезапный наплыв чувств. Тэхьон не шутил, он не дразнил, он говорил от всего сердца. Тэхьон продолжал, не отрывая взгляда от Чонгука: «Ты так много вынес, всегда стараешься быть сильным для всех, но тебе не обязательно делать это постоянно. Ты тоже человек». Это был момент, когда самообладание Чонгука пошатнулось. Он на мгновение отвернулся, быстро моргая. Его голос был тихим, когда он наконец ответил: «Хьон, ты не представляешь, как много это значит». Чат был заполнен сообщениями вроде «Я плачу, они так сильно любят друг друга». И это самый искренний момент в истории. Несмотря на то, что смотрели миллионы, этот момент казался глубоко личным, словно взгляд в сердца двух братьев, которые пережили все вместе. Годами Тэхьон и Чонгук шли бок о бок через хаос славы. С первых дней BTS, когда они были просто детьми, пытающимися выжить в индустрии, до мировой славы их связь только крепла. Они были не просто товарищи по группе, они были семьей. Чонгук всегда равнялся на Тэхьона не только как на старшего брата, но и как на того, кто понимал его без слов. Тэхьон, в свою очередь, всегда восхищался страстью Чонгука, его преданностью и чистым сердцем. За кулисами их связь бесчисленное количество раз подвергалась испытаниям. Долгие ночи, истощение, травмы, давление публики и личная боль. Они делились всем этим, и через все это они стали эмоциональными якорями друг для друга. Поэтому, когда Тэхьон произнес те слова в тот вечер, это было не просто заявление. Это были годы невысказанной благодарности и любви, наконец, озвученные вслух. Чего фанаты не знали, так это того, что Чонгук месяцами молча боролся. Он нес бремя ожиданий, давление быть идеальным и одиночество, которое часто сопутствует славе. Тэхьон это заметил. Усталые улыбки, тихие ночи, моменты, когда Чонгук смотрел в никуда. Он пытался помочь по мелочам, шутками, маленькими жестами или просто находясь рядом. Но в тот вечер Тэхьон хотел, чтобы Чонгук услышал прямо: он не один. И эта простая истина сломила Чонгука. Слезы скользнули по его лицу, когда он пытался скрыть их за смехом, но Тэхьон не отвернулся. Он мягко улыбнулся, протянул руку и похлопал Чонгука по спине. «Все в порядке, Куки. Ты сделал достаточно. Мы просто гордимся тобой». Для Чонгука эти слова несли больше, чем любая награда, любая похвала или любой заголовок. В течение нескольких минут видео с этим моментом разлетелись по всем социальным платформам. Фанаты переводили, редактировали и загружали их с подписями вроде «Утешение Чонгука Тэхьоном – самое прекрасное, что вы увидите сегодня». В Твиттере взорвались тренды. Хэштег «We love you, Jungkook», хэштег «Тэхьон and Jungkook», хэштег «You mean so much, Jungkook». Миллионы людей по всему миру делились своими эмоциональными историями о дружбе, сочувствии и любви. Многие говорили, что плакали, смотря клип, чувствуя, что слова Тэхьона были адресованы и им тоже, напоминание о том, что быть уязвимым – это нормально. Даже мировые СМИ подхватили это. Статьи с хэштегом «Слова We as BTS довели Чонгука до слез» и «Фанаты чувствуют то же самое» появились повсюду.
Но за всем шумом единственным, что действительно имело значение, была искренность между ними. После нескольких минут ходьбы по своему гостиничному номеру Тэхён глубоко вздохнул и набрал номер Чонгука. 1 гудок, 2 гудка, 3 и никакого ответа. Он попробовал снова. Все равно нет ответа. Впервые за долгое время закралось сомнение. Чонгук неправильно его понял? Он злится, обижен? Думал ли он, что Тэхён имел в виду что-то другое? Думал ли он, что голосовое сообщение было сожалением или того хуже прощанием? Тэхён потер виски и глубоко вздохнул. Из всех возможных сценариев судьба выбрала самый драматичный. Он набрал сообщение, поколебался, удалил, набрал снова удалил. Слова внезапно показались слишком тяжелыми, чтобы отправлять их через экран. Вместо этого он прошептал в пустую комнату: «Чонгука, пожалуйста, перезвони мне». Вернувшись в Сеул, Чонгук сел, когда его телефон завибрировал. Пропущенные звонки. Тэхиол. Его сердце замерло. Он уставился на экран, чувствуя одновременно облегчение и панику. Он не избегал Тэхиона. Он просто не доверял себе говорить, не выплеснув эмоций. Его палец завис над кнопкой вызова. Но вместо этого он напечатал: «Хён, я слышал». Прежде чем он успел передумать, Тэхион ответил: «Я знаю». Чонгук заколебался, затем написал: «Нам нужно поговорить, когда ты вернешься». Наступила долгая пауза. Тэхион наконец ответил: «Хорошо, я хочу этого». Это было не эмоционально, это было не поэтично. Это было маленькое, простое сообщение, но на данный момент оно значило все. Этого было достаточно. Мир предположил, что все снова успокоилось. Это было не так. Оба несли на себя груз невысказанных слов. Тяжелых, теплых, опасных. Фанаты строили теории. СМИ тихо спекулировали. Армии надеялись, что все в порядке, но правда, ничего в этом не было простым. Они были не просто айдолами, чья дружба была натянута из-за графиков. Это были два сердца, прокладывающие путь в невозможном. Честность в мире, который поглощал конфиденциальность. Тэхион медленно собирал чемодан, последний раз глядя на океан. Чонгук сидел в своей музыкальной комнате. Наушники на шее, но без музыки. Им не нужны были слова, чтобы почувствовать беспокойство друг друга. Никогда не нужны были. Когда Тэхион вернулся в Сеул, люди ожидали хаоса папарацци. Но судьба подарила им нечто лучшее. Ни камер, ни кричащих фанатов, просто тихий зал прибытия. Багаж мягко катится по натертому полу, и Чонгук ждет. Худи, маска, кепка низко надвинута, но глаза на мгновение невозможно скрыть. Они просто стояли там. Никакой драматичной музыки и никаких слез. Просто два человека, которые скучали по друг другу, больше, чем осмеливались признать. Тэхион подошел ближе. Чонгук прерывисто выдохнул. И, не говоря ни слова, они вышли вместе, бок о бок, как всегда делали до того, как мир стал громким. В машине тишина заполнила пространство, но это была не неловкая тишина. Она была теплой, знакомой, словно погружение в старую песню. Тэхион наконец заговорил, голос нежный. «Я не хотел, чтобы ты услышал это вот так». Чонгук смотрел прямо перед собой, затем прошептал: «Я рад, что услышал». У Тэхиона перехватило дыхание. Чонгук повернулся к нему, глаза искренние, но спокойные. «Я тоже не хочу отчуждения». Вот так. Ни слез, ни драматичных срывов. Просто правда. Простая, мощная, давно назревшая. Тэхион улыбнулся самой мягкой улыбкой, той, которая содержала облегчение, извинение, привязанность и что-то более глубокое, то, что никогда не нуждалось в определении. Поездка на лифте до квартиры Чонгука была тихой. Не неловкой, просто тяжелой, наполненной воспоминаниями, вопросами, облегчением и всем невысказанным между ними. Когда они вошли в квартиру, Чонгук осторожно закрыл дверь, не хлопая, не торопясь, просто аккуратно, словно не хотел, чтобы этот момент разбился. Тэхион медленно снял обувь, оглядываясь. Здесь ничего не изменилось. То же ватное освещение, те же мягкие цвета, те же маленькие статуэтки и музыкальное оборудование, разбросанные вокруг. Знакомые, по-домашнему. Он прерывисто выдохнул. Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как я был здесь. Чонгук кивнул. Он пока не доверял своему голосу. Вместо этого он пригласил Тэхиона сесть на диван и присоединился к нему не слишком близко, не слишком далеко, безопасное расстояние, уважительное расстояние, расстояние которого не хотел ни один из них. Наконец Тэхион тихо заговорил. «Я записал ту заметку не для того, чтобы заставить тебя почувствовать себя под давлением».
Чонгук посмотрел на него. В действительности, посмотрел на него. Тэхён сглотнул. Голос Чонгука не был холодным. Он не был отстраненным. Он был мягким. Слишком мягким, словно он боялся сломаться. Тишина вернулась. Густая, но необходимая. Тэхён уставился на свои руки. Мне было страшно. Чонгук моргнул. Тэхён продолжал голос еле слышней. Страшно, что если я скажу это в приписке, это что-то изменит или все испортит. Челюсть Чонгука напряглась, но его глаза смягчились. А мне было страшно, что, не сказав ничего, я уже все порчу. У Тэхёна перехватило дыхание. Правда висела между ними. Хрупкая, честная, болезненная. Нет простого языка для момента, когда связи растягиваются, когда комфорт превращается в тоску, когда расстояние становится громче слов. Прошептал он. И я не хотел, чтобы мы отдалились, Чонгук. Чонгук глубоко вдохнул. Мы не отдалились, Хён. Он сделал паузу. Тэхён поднял глаза, удивленный. Чонгук слабо улыбнулся. Но я и не хочу больше ставить на паузу. Глаза Тэхёна заблестели. Не драматичные слезы, а тихое сияние. Эмоции, которые слишком долго жили в уголках сердца. Он издал прерывистый смешок, наполовину облегчение, наполовину боль. «Ты всегда знаешь, как заставить вещи звучать просто». Чонгук покачал головой. «Это не было просто. Если бы было, мы бы не сидели здесь так». Тэхён откинулся на спинку дивана. Я продолжал думать. Может быть, я был единственным, кто держался слишком крепко. Чонгук уставился на него. Не мигающий, уверенный. «Ты не был». И эти два слова ударили сильнее, чем любое признание. Тэхён закрыл лицо рукой, голос дрожал. «И я скучал по тебе». Глаза Чонгука смягчились, и он прошептал в ответ. «Я скучал по тебе первым». Это сломило Тэхёна. Тихий смешок, прерывистый вдох и слеза, которую он не стал скрывать. Ни рыдание, ни драматично, просто по-настоящему. Момент растянулся, и внезапно оба обнаружили, что вновь переживают одно и то же воспоминание. Невысказанное, но ясное. Крыша много лет назад. Звезды над ними после долгого дня. Огни города, как светлячки. Тэхён тогда откинул голову, вздыхая. «Пообещай мне кое-что». Чонгук посмотрел на него любопытно. «Что?» Тэхён не колебался. «Что независимо от того, куда мы пойдем и что изменится, мы не позволим себе потерять то, что у нас есть». Чонгук рассмеялся, ярко, уверенно, точно. «Ты со мной надолго, Хён». Тогда это казалось вечностью, высеченной в ночном воздухе. Сегодня, сидя рядом, они вспомнили это обещание, не нарушенное, просто проверенное жизнью. Вернувшись в настоящее, Чонгук нервно почесал затылок. То голосовое сообщение, оно заставило меня кое-что осознать. Тэхён повернулся к нему, ожидая. Голос Чонгука был тихим, но уверенным. «Я нелегко открываюсь, немногим людям, но ты всегда был тем единственным человеком, которого я не хочу терять». Дыхание Тэхёна прервалось. Тихо, резко. Чонгук продолжил. «Мы не разговариваем каждый день, но ты все равно здесь», — он указал на свою грудь. Тэхён уставился на него, ошеломленный. Голос едва твердый. «Чонгук!» Но Чонгук мягко покачал головой. «Дай мне закончить». Тэхён кивнул, сердце колотилось. «Нам не нужны ярлыки. Нам не нужно никому ничего объяснять. Просто не исчезай снова. Даже если ты далеко, оставайся близко». Вот оно, замаскированное под обещание. Тэхён медленно кивнул. «Не буду. Больше никогда». Слова стали не нужны. Тэхён наклонился вперед, локти на коленях, скрестив руки. Чонгук повторил его движение, их плечи были близки, дыхание спокойное, присутствие говорило больше, чем любой разговор. Иногда примирение не бывает громким, иногда это тихое возвращение, взаимное успокоение, прошептал Тэхён. «Ты всегда чувствуешь себя домом. Ты это знаешь?» Губы Чонгука приоткрылись, он был ошеломлен, затем изогнулись в медленную искреннюю улыбку. «Ты тоже?» На секунду мир исчез за пределами этой квартиры. Графики не имели значения, камер не существовало,
только две души, которые вновь нашли друг друга. После долгой паузы Тэхьон выпрямился. «Итак, куда мы идем отсюда?» Чонгук выдохнул задумчиво. «Вперед, вместе, в нашем темпе». Тэхьон кивнул. «Без спешки, без принуждения, только мы». Чонгук улыбнулся. «Только мы. Никаких драматичных заявлений, никаких навязанных решений, только взаимное согласие остаться, общаться, восстанавливать. И иногда это сильнее любого признания». Они больше не говорили о голосовом сообщении ту ночь. Вместо этого они включили тихую музыку, поделились закусками, смеялись над глупыми жутками, как раньше. Такой смех, который исцеляет тихо. Такое спокойствие, которое не струится, оно возвращается. И когда Тэхьон в конце концов ушел, Чонгук проводил его до двери. Не по привычке, а по выбору, как проявление заботы. «Доберись домой благополучно, Хён». Тэхьон кивнул. Но прежде чем выйти, он оглянулся. «В следующий раз мне не понадобится голосовое сообщение». Чонгук мягко улыбнулся.